Это краткий пересказ фильма «Баньян». Пожалуйста, поставь лайк и досмотри это видео до конца. Тебе понравится. Поехали. В неустановленной заснеженной глуши группа лесорубов заканчивает свою работу и готовится к приготовлению жаркого, когда из леса вдруг появляется гротескный человек с топором. Он кончает практически со всеми, а затем прогоняет бригадира через циркулярную пилу. Позже, через некоторое время, группа из 5 молодых людей, впервые совершивших преступление, Марти, Триш, Зак, Роза и Сиби, отправляются в лес на недельную реабилитационную экскурсию под руководством их сержанта Хока и консультанта мисс Сэм. Но когда они прибывают в отдаленную хижину, Хок говорит остальным, что они будут спать в палатках на улице, пока он будет наслаждаться этой хижиной. В этот момент в соседнем лесу медведь-гризли преследует оленя, когда из-за деревьев появляется огромный человек, это Буньян. Он поднимает гризли, сворачивает ему шею, а затем снимает шкуру и чистит тушу. Этой ночью у костра, где мисс Сэм беседует с подростками, местный отшельник Микс вмешивается в их программную дискуссию, напугав их, после чего Хок прогоняет его и отправляет всех спать. Уже на следующее утро Хок берет остальных в изнурительный поход. Когда они останавливаются на обед, Зак и Мартин находят кости большого быка, торчащие из-под земли. Зак забирает один рог из черепа в качестве сувенира. Позже Буньян посещает тоже это место, и мы понимаем, что это могила его быка Бейба. Он находит череп без рога, что приводит в ярость великана. После преступники Хок и мисс Ка останавливаются, чтобы сделать перерыв в своем походе. Когда Мартин и Зак бросают рог туда-сюда, через него проходит ветер, предупреждая Буньяна об их местонахождении. Чуть позже гигант наконец выходит из-за деревьев позади забывшей Триш, которая отвлеклась от всей группы. И в этот момент ее телефон ловит редкий сигнал и обрушивает на нее свой топор, разделяя ее вертикально. Остальные люди в панике начинают убегать, а Буньян расчленяет их Хока. После он засовывает топор в дерево, что позволяет остальным убежать обратно в их хижину. Но Буньян следует за ними и утаскивает их фургон за собой, заманивая их в ловушку, после чего возвращается в свою пещеру. В это время Микс в панике бежит в кемпинг, и остальные впускают его в свою хижину. Увидев рог, он рассказывает группе об их проступке и о том, что сказка о Поле Баньяне основана на реальном человеке, сыне лесопромышленного барона 19 века и европейского иммигранта. Этот парень родился с редким заболеванием, которое вызвало крайний гигантизм, а также втрое сократило продолжительность его жизни. В его подростковом возрасте синий бык Буньяна, Бейб, был ранен и забрел на территорию лесорубов, которые в свою очередь убили этого быка ради мяса. В отместку Буньян зарубил лесорубов, из-за чего жители ближайших городов заперли его в заброшенной шахте. После Буньян выжил и вырос в полный рост, став очень большим гигантом, и он начал жить в горах. Микс также говорит им, что они должны вернуть этот рог Бейба в святилище Буньяна, иначе они все погибнут. Услышав это, Зак выбегает из хижины с рогом и бросает его просто в лес. Но рог вылетает бумерангом обратно из-за деревьев и кончает с Заком. В этот момент также появляется Буньян и утаскивает его тело, возвращается в свою пещеру, чтобы наконец наточить свой топор. После отца Сиби, который также является местным шерифом, вызывают в окрестности из-за медведя, но он находит тело Хока. В этот момент Баньян возвращается и пробивает крышу хижины. Он хватает Розу и бросает ее на дерево, кончая с ней. Остальные люди бросаются наружу, и когда Баньян собирается напасть на них, в него стреляет несколькими дротиками с транквилизатором отец Сиби, который только что прибыл к этому месту. После этого Баньян падает назад, лишившись сознания, и крушит их хижину. Наконец Микс выходит из леса и держит их всех на мушке, защищая Баньяна. Он стреляет в Мартина и готовится убить остальных, но Буньян приходит в свое сознание и обезглавливает Микса. После Баньян преследует шерифа, Сиби и мисс Ка до пешеходного моста через реку, где они оказываются все в ловушке, пока не прибывает ополчение, состоящее из местных охотников. Все вместе охотники разряжают свои ружья в Баньяна, который, казалось бы, смертельно раненый, падает в реку и тонет. А шериф, Сиби и миссис Ка уходят вместе с ополченцами. Но все мы понимаем, что история с Баньяном на этом далеко не окончена. И на этом все, друзья. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на мой канал и напишите ваши мысли в комментарии. Также посмотрите эти видео, и я желаю вам хорошего дня.